Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, в этом видео будем с вами разговаривать касательно определенного квеста. Что значит лупликал? Да. Почему я это снимаю? Потому что это будет нужно для общего понимания картины, открытия и надзумы. Потому что в том видео я буду ссылаться на это. Ну что ж, друзья, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. И скорее всего, данный квест вы проходили еще до того, как начали задумываться касательно Инадзумы. И проходил он в этом месте, территория волков, если не ошибаюсь, и так далее. Но сейчас мы должны отправиться с вами к Эмбер, которая ждет нас за воротами Манштата. Естественно, речь идет о Рейзере. Ну ладно, давайте говорить с Эмбер. О, малышка Пайман и Кисель, что я могу для вас сделать? Приветик, Эмбер. Эмбер, Ты знаешь чудаковатого мальчика со стаей волков? Что? Тот, который дружит с тобой. О чем ты? Странно, он сказал, что будет ждать вас там же, где и раньше. Ты точно не помнишь? Я точно помню, малышка Пайман. Ты случайно не ела магические грибы Мацутаки? Я не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь. Грибы, напомни, какого они цвета? Фиолетовые. Кажется, ела пару дней назад. Но это не важно, это была не галлюцинация. Чудик, который живет с волками, ты точно его не знаешь? Клянусь, я не знаю, о чем ты. Но я веду одно дело, связанное с волками. Раньше волки не покидали пределы Вольфендома, но в последнее время они стали смелее. Недавно они атаковали караван недалеко от ущелья Пьяницы. Если у тебя есть время, поможешь мне с расследованием? Без проблем. Здорово, я знала, что на тебя можно положиться. Теперь отправляемся в то ущелье. По идее, оно вот тут совсем рядышком. Отправляемся к Эмбер, она вот здесь вот рядышком. От точки телепортации. Смотри, там что-то происходит. Это не волки, оказывается, это хиличурлы. Грабили караваны. Неудивительно. Хватит болтать, давай поможем им. Ну тут, я думаю, проблем у вас не должно возникнуть. Типа должны их отслеживать. Спасибо вам. Это было несложно. Хиличурлы воспользовались паникой, вызванной атаками волков. Да, они в последнее время расхрабрились, но как по мне, волки ведут себя еще хуже. Они напали на Спрингвейл этим утром. Спрингвейл? Это безумие. Да. Я думала, что успею проехать по дороге после волчьей атаки, никак не ожидала наткнуться на Хиличурлу. Отправляемся в Спрингвейл как можно скорее. Твоя телега в порядке? Ты сможешь добраться до города? Все в порядке. Как мило. Все в порядке. Так называемый беспорядок. И это у нас получается продолжение, что значит лупилкал. Лупикал. Прошу прощения. Здесь же, в этом месте, нужно поговорить с Драфом. Бедняга, он даже не смог стоять, а не может стоять. Какой ужас. Но у него нет ран. Он так сильно испугался волков, что теперь не может пошевелиться. Это ужасно. Ты запомнил что-нибудь необычное? Я первый раз в жизни увидел волка, он очень страшный. Никаких зацепок. Нужно осмотреться вокруг. Найти улику. Можно воспользоваться глазом бога, если это поможет, по идее. Но поскольку это вот в этом месте находится, проблем быть не должно. Вот, отображается. Следы громадных когтей. Следы когтей. Мы можем узнать, сколько было волков и какого они размера. Как минимум 2 волка, и они... большие? Да, они как минимум 2 метра ростом. Пайман, ты когда-нибудь видела волка? Ну, волк достаточно редкое создание. Найти улику, двигаемся туда. И проблем здесь тоже не будет, это дело, естественно, у нас подсвечено. Зуб волка. Должно быть, волк врезался в дверь и выпал зуб. Выбил. Недостаточно
кальция в организме. Нам повезло, что никто из местных серьезно не пострадал. Еще одна улика. Но и тут тоже просто, потому что Эмбер уже там. Волчья шерсть. В Лио из такой шерсти делают кисти для каллиграфии. Она совсем не похожа на шерсть манштатских волков. На разных частях тела волосы разные, у волков тоже. Посмотри на это. Еще один клок. А это что? Семечко. Это волчий крюк. Посмотри на семечки, много маленьких крючков. Они растут только в Вольфендоме и каньоне Светлой Короны. Значит, это все-таки волки из Вольфендома? Возможно, что на их территории вторглись другие волчьи стаи. Это хорошая зацепка. Но сначала я поговорю с жителями деревни. Успокойте жителей Спрингвейла. Как это расследование? Ого, ты стоишь на ногах? Хвала богам, я поправился, мне удалось восстановиться после этого ужасного потрясения. Вам удалось что-нибудь выяснить, рыцари? Судя по шерсти, которую мы нашли, волки пришли из Вольфендома. Пока это все, что мы знаем. Не переживайте, мы сейчас же отправимся в Вольфендом, чтобы все выяснить. Рыцари Ордена Фавориус, в ответе за вашу безопасность. Ну, хоть так, лучше поздно, чем никогда. Как грубо. Ну а пока мы будем сами решать свои проблемы. Пожалуйста, не делайте глупостей. Ха-ха, мы знаем, как разобраться с этими волками. Они заплатят за все. Пошли. Это ужасно. Что именно? Их перспективы на будущее, согласен. Молодые люди бывают крайне вспыльчивы. Если тебя не затруднит, пригляди за ними. Без проблем, в конце концов, это наша работа. Мы займемся этим. Держим путь в Вольфендом. Да, держим путь в Вольфендом. И он тут тоже рядышком. С тем местом, где Рейзер спас нас от, если не ошибаюсь, водяного слайма. Или что-то такое, точно уже не вспомню. Это было реально давно. И вон, кстати, уже стоит Рейзер с Эмбер. Кто здесь? Это мы, не волнуйся, Рейзер. Ты тоже рыцарь? Так, вы все-таки знакомы? Так это была не Эмбер? Нет, это тоже красная, но та другая. Ясно, ты говорил об этом парне? Да, его зовут Рейзер. Помоги нам. Мало времени, я сказал Лупилкал уйти. Люди приходят, плохие люди. Из деревни? Понятно, но сначала я хочу задать тебе несколько вопросов. Чую кровь. Надо спешить. Кровь? Надеюсь, волки не напали на тех глупцов? Ну, это которые были в деревне. Ну, тут рядом. И сейчас пойдем по следу. Кровь. Это не человек, это волк. Лупикал. Лупикал? Что такое лупикал? Лупикал, моя семья. Человек выбрал волка, волк выбрал человека. Это лупикал. Непонятно. Это очень необычно. Откуда пришло это слово? Его точно не волки придумали. Так его назвал? Назвал? Кто назвал? Правитель этих мест? Барбатос? Он вроде как главный в Манштате. Хватит. Я нашел след. За мной. Эй, мы не сможем доказать твою невиновность. Ой, Рейзер уже ушел. Продвигаемся по тропинке, тут будут вот эти пацаны, но проблем у вас быть не должно. Ну и здесь у нас уже ждет Рейзер. И да, если вы не знаете, как открыть эту гору огромную, ее тут вершину, которая торчит, то, ребята, видосик будет в описании, если я не забуду. Ну там квест в горах и так далее. Вот он, на него напали люди. Это уже перебор. Да, это выглядит отвратительно, но все же. Мы не нападали на деревню. Это были не мы. Это был черный волк-чужак. Он хочет забрать нашу землю, он нарушил правила. Правила? Правитель дал нам правила. Ты уже второй раз говоришь о правителе. Кого ты имеешь в виду? Мне нужно увести Лупикал подальше. Следуй за мной. Может быть, увидишь правителя. Ох, куда там?
Понятно. Выдвигаемся. Кто это? Ого, какой большой. Это она про что вообще? В общем, ребята нас уже здесь ждут. Ой, где мы? Что-то не нажимается ничего. Мне нужна твоя помощь. Собери несколько таких ягод. Это семя волчьего крюка? Семена. Если положить их на рану, кровь остановится. Верно, волчий крюк содержит вещество, которое обладает не только обезболивающим эффектом, но и усиливает свертываемость крови. Я читал об этом. Ух ты, а почему так происходит? Этого я не знаю. Крючки помогают семенам распространяться. Они цепляются за животных, животные не чувствуют боль и разносят их на большие расстояния. Так мне говорил пурпурный учитель. Мы будем здесь, я поговорю с другой красной женщиной. Хорошо, если эти деревенщины захотят вернуться, им придется иметь дело с рыцарем Ордо Фавориус. Но твой друг, волк, все еще под подозрением. Собери нужные семена. Соберите волчьи крюки. Если что, они были прямо, получается, как я сюда шел, и выглядят таким вот образом. Вот, пожалуйста. Вот так вот. Мы вернулись, посмотри, столько достаточно? Достаточно. Рейзер рассказал мне о волчьем кодексе чести. Это просто потрясающе. Спасибо. Мы не нашли ни одного волка. Волки обычно такие, но тот, который мы поймали, какой-то дурной, что ли. А ты что здесь делаешь? Ищу вас. Ты мальчик, который рос с волками. А? Закус под Маугли. Так это ты, стоило бы догадаться, что это твоих рук дело. У волков не хватило бы ума организовать такие атаки. Как ты мог помогать волкам нападать на людей? Ты забыл, кто ты на самом деле? Хватит. Если обидите Рейзера, будете иметь дело с Пайман и компанией. Рыцарь собирается отпустить этого мальчишку? Мы не нападали на деревню. Чего у него рот не двигается? Сейчас, судя по всему, будет драка. Кто потревожил меня? Вы не принесли подношение северному ветру. Вы не только навлекли бедствие на мой народ, но и внесли сумятицу в равновесие сил. Борей, волк севера. Прошу тебя успокоиться. Ищешь помощи чужаков, Рейзер? Тебе не унять мою ярость. Так, ну судя по всему, он ледяной. Ой. В общем, разбираюсь с ним за кадром. Прошу, успокойся. Это случилось тогда, когда дошли до половины его ХП. Как и было сказано, чужая стая вторглась на вашу территорию и нарушает кодекс, они получат по заслугам. Но Рейзер не должен в это вмешиваться, волки сами разберутся между собой. Твое оружие — меч, а не зубы. Ты ранишь молниями, а не когтями. Ты человек, Рейзер. Я не такой. Мы разные, они другие. Это дело волков и только волков. Ты не волк. Но ты не простой человек, ты лупикал. Это большая честь. Если захочешь, я могу тренировать тебя. На этом все. До встречи, Рейзер и компания.
Эй, Рейзер, почему бы тебе не провести несколько дней в городе? Да, у тебя же есть друзья в Манштате, верно? Красная девушка, например. Тебе небезопасно оставаться здесь, на тебя могут напасть. Я не могу в городе. И здесь тоже не могу. Не унывай. Спасибо вам, Паймон, другая красная девушка. Как же так? Мы с тобой так долго разговариваем, а ты до сих пор не знаешь моего имени? Прощайте. Только прикол в том, что у меня есть в команде, ну да ладно. Ну, собственно, на этом мы заканчиваем. И получаем такую нормальную награду. 60 камушков, денежку, ну, а остальное вы уже видите. И как вы понимаете, с этим мы квестиком заканчиваем. Да. А у меня на этом все, друзья. Мы приблизились еще на один шаг ближе к Анадзуме. Скоро туда отправимся и будет видео, как все это дело сделать, чтобы то попасть. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact на этом канале. И по другим играм тоже, включая Light Dangerous, Киберпанки, Вальхеймы, гайды, обзоры, стримы. Сейчас еще будет New World, Diablo, ну еще много игр хочу затронуть и не только. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.